Всем доброго дня! Сегодняшнее наше видео будет в стиле вопрос-ответ. Посмотрела я комментарии, которые были к предыдущему ролику по теме болезней. Как я говорила, что скорее всего будет по этой теме поясняющее видео, потому что тема достаточно такая глобальная и сложная. И в принципе вот это видео оно и есть. Я выписала себе очень актуальные и интересные вопросы, и в этом видео постараюсь дать на них максимально развернутые ответы. Также мы затронем такие темы, как куда утилизировать подключки по теме болезней, почему у вас может не получаться, как убирать вот эти программы со своих близких и многие другие вопросы. На самом деле мега крутые, и ответы, я думаю, тоже будут очень развернуты, очень понятные. Информации будет очень много полезной и интересной. Но для начала, то есть хотелось бы немного новостей таких рассказать по техническим моментам канала. Многие люди пишут и спрашивают, то есть хотят видеть на моем канале видео в формате вопрос-ответ именно в режиме реального времени. То есть я видела, другие блогеры снимают подобные видео, это называется стрим, да, стрим-видео какие-то такие, когда блогер выходит в прямой эфир, и пользователи, подписчики могут тут же задавать вопросы в чате, и как бы блогер на них отвечает, да. Я думала над форматом такого видео, то есть выход с форматом подобного видео. Знаете, это вполне возможно, но есть небольшие нюансы в моем случае, и они связаны скорее не с техническим моментом, потому что технически, я думаю, хоть я и профан, но это возможно разобраться. Другие же как-то это делают, значит, это вполне реально. И как бы с этим вопросом как-то что-то можно решить. У меня главная проблема состоит со временем, потому что я могу записывать подобные стримы, то есть выходить в прямой эфир только ранним утром по Москве, то есть это где-то часов 10-11 утра по Москве. Я могу выходить на стримы по будням, потому что у меня большая разница часовых поясов, и для меня это будет вечер. То есть если в Москве это будет 10-11 утра, у меня это будет уже вечер. И по-другому у меня никак не выходит. То есть я не могу сидеть ночью реально и проводить стримы, когда это будет там 8 вечера по Москве. Я уже в это время уже вижу 10-е сны на самом деле. Поэтому как-то вот так. И плюс вечером у меня дома мои домашние, и по субботам, воскресеньям, да, я тоже не могу, к сожалению, выходить в прямые эфиры, поэтому смотрите, то есть, если вам удобно так, то есть, если вы хотите подобные видео, да, можно как-то что-то это сделать, организовать, но предупреждаю так, что это будет утреннее время по Москве, то есть где-то 10-11 часов по будням. По-другому у меня никак не получится. Так что оставляйте комментарии, говорите, то есть если вы готовы в это время эти видео смотреть именно в формате живого общения, как бы вопрос-ответ, я буду там на те вопросы, которые актуальны, отвечать. Естественно, которые касаются общих каких-то вещей, насчет личных вещей, как бы я не буду затрагивать. Личные вопросы — это личные вопросы. Но общие какие-то вопросы, которые вам интересны, да, можно. Если не интересно, то давайте. Как бы, в принципе, попробуем. И также, если кто-то есть из вас, кто разбирается в технических моментах подобных трансляций, то есть как сделать этот стрим, как его настроить с ноутбука, допустим, чтобы мне там транслировать экран, да, свой ноутбука или что-то там другое, как бы каким образом это все можно сделать. Помочь мне с настройками, как-то именно по технической части, пожалуйста, напишите мне в Telegram, если кто-то это умеет делать. Далее
Также хотела сообщить, что те ребята, которые хотели мне помочь из-за рубежа, но у которых не было технических возможностей это сделать, вот, эти возможности появились. Я завела 2 электронных кошелька, именно которые международные, и эти кошельки работают в большинстве стран по всему миру, поэтому если у кого-то есть желание, да, меня поддержать, то пожалуйста. Теперь такая возможность появилась. И моя вам заранее благодарность. На самом деле, ребята, я очень сильно чувствую вашу поддержку и комментарии, и то, как вы меня поддерживаете. Пишите в личку какие-то истории свои, рассказываете, да, особенно моменты, когда вы делитесь своими достижениями, что я вам рассказываю что-то, а вы мне пишете: да, Надежда, у меня получается, да, вот вы рассказали про то, как отменять болезнь, я начал это делать, у меня перестало болеть горло, там, или я вот начал это делать, я перестал кашлять и прочее, да. Это все невероятно вдохновляет, как бы то, что это действительно помогает людям, это действительно происходит, и вы действительно понимаете то, о чем я пытаюсь до вас донести, и это, наверное, самое главное, то есть для меня. Это неимоверно вдохновляет работать дальше. Вот, поэтому огромнейшая вам тоже благодарность за вашу обратную связь и за то, что делитесь со мной своими достижениями. Вот, ну, мы давайте начнем, наверное. Кстати, еще хотелось бы немного по теме предыдущего ролика, точнее интервью сказать. Как бы, ребята, я знаю, что вы написали очень много всего в комментариях, и в том числе много, ну, мягко скажем, негативных таких моментов, да, что: Надежда, неужели вы не видите, с кем вы связались? Надежда, неужели вы там не видите подключки? Ребята, я вижу подключки, и я вижу то, что 99,9% населения, которые ходят вот вокруг меня, они все находятся на подключках. И как бы я вижу, что многие мои родные, да, которые вот меня окружают, они находятся на очень больших подключках. И у них то же самое, они находятся и под различными эгрегорами, и под различными обычными лярвами, которые внушают им всякую ерунду, типа что я заслужил смерть елочки раз в год, и я вот ее перед Богом заработал, и еще что-то. То есть ты заработал убить живое существо просто так для своего собственного развлечения, и такие тоже есть, и прочее. Для меня очень много всего звучит как, ну, откровенный, я не знаю даже, как это назвать, но, понимаете, это не говорит о том, что мне теперь ни с кем нельзя общаться и как-то вот не реагировать. Я точно так же вижу подключки людей, которые пишут в комментариях много чего, да, и я вижу там, кто ими манипулирует, кто ими управляет и прочее. Но это не значит, что я теперь должна всех людей, которые находятся на подключках или находятся там в каких-то ложных убеждениях или еще что-то, да, воспринимать в штыки, не говорить с ними, они плохие. Опять же, мы идем к теме разделения на хороший и плохой, на то, что вот все с подключками люди плохие, а мы вот без подключек хорошие или еще что-то подобное. Давайте смотреть объективно и реально на вещи. Плюсом, допустим, я могу сказать, что Марина являлась одной из тех первых самых блогеров, когда я начала только-только чего-то там, мое это первое видео где-то там разлетелось, что-то начало непонятное происходить, и Марина была одним из тех блогеров, которые меня поддержали в самом начале, когда я еще вообще, можно сказать, на этом поприще блогерском, да, я как ребенок, который даже не умел ходить, я, то есть не знала ничего делать, ни как там записывать ролики, ни что там по техническим моментам, еще что-то, да. И также она являлась тем человеком, который обо мне рассказал своим подписчикам, рассказал очень многим людям, и благодаря ей многие люди меня нашли, и многие люди начали смотреть мои видео, отключать свои подключки, и для многих это являлось открытием. То, что Марина приглашает к себе каких-то там
других людей, да, которым она дает высказать свое мнение и высказать их точку зрения, это все, понимаете, не говорит о том, что этот плохой, тот плохой и там еще и прочее. Вы должны сами уметь фильтровать. Она дает высказаться, но она не говорит, что она принимает там точку зрения вот этого и вот этого. Вы сами должны фильтровать и думать, кому вы доверяете, что вы доверяете, верите вы в то, что говорит тот человек или нет. То, что она дает высказаться другим каким-то людям, да, у нее на этом построен канал. Просто задумайтесь о том, что, возможно, вот этот ролик, вот это интервью, которое я даю на других каналах, 1, 2, 3 человека его увидят, пускай услышат где-то там на уровне своего подсознания. Так бы они просто не натолкнулись на меня, так бы они вообще это все не увидели, и это бы прошло мимо них. Но так, пускай это будет 2, пускай это 3 будет человека, но они это услышат, они начнут отключать подключки, они начнут работать над собой, и они поймут то, о чем мы здесь с вами говорим. И для них это будет просто колоссальнейший опыт и освобождение. Для них это будет просто переворот сознания. И да, ради этого стоит как бы и давать интервью на других каналах, и как-то еще. Дело не в том, что пиар, не пиар или еще что-то. Дело в том, чтобы была возможность у других людей наткнуться на эти ролики, наткнуться, услышать меня, да, услышать еще как бы то, о чем я говорю, и чтобы им это помогло. Вот смысл, понимаете? Дать возможность людям найти информацию. Вот и все. Поэтому как бы эгоизм, не эгоизм. Вот в чем вопрос. И насчет темы зависимости, да, вот, я подумала, давайте тогда с вами тему зависимости поднимем еще раз, да, более детально, более расширенно. Я прям постараюсь там ее опять же проговорить там как-то где-то какие-то моменты уточнить и прочее. Вот, поэтому не вопрос, сделаем ролик развернутый, все один по теме зависимости, где я там уже все по полочкам постараюсь разложить, как от этого избавиться и прочее. Мы с вами еще раз это проговорим, если вам так хочется, без проблем. Так, ну давайте теперь ответы на вопросы. Я просто пытаюсь вам тоже донести это все под другим обзором, так как это вижу я, да, и тоже задуматься и попытаться увидеть то, что вижу я со своей стороны. Так, ну а теперь по вопросам. Давайте первое, вот спрашивали, вернемся к теме болезни и отмены болезней и всего прочего. Смотрите, многие не поняли, возможно, это люди, которые первый раз пришли на канал или как-то наткнулись вот это видео про болезни, про то, как все вот эти болезни отменять и прочее. И какие-то такие вопросы появились, что Надежда, вот вы в этом видео рассказываете про сущности, а про то, как эти сущности отключать, вы не рассказываете. Ребята, серьезно, на канале есть целых 2 видео, огромнейших видео, просто там 1 час, по-моему, длится, второй 1,5 часа, 2,5 часа, если не 3 часа, по теме того, как отключать подключки, как отключать этих сущностей, Ну давайте я в каждом ролике буду по 2,5 часа на это тратить. Как бы не так сложно найти вот эти вот видео и их посмотреть, серьезно. Так, для тех просто, кто изначально смотрит канал, с самого начала знаком с моими роликами, с тем, о чем я говорю, у них не возникает таких вопросов, как отключать подключки. А если возникает, значит им еще раз надо посмотреть те самые видео. Давайте дальше. По теме фильтров. Я говорила, что для того, чтобы вот был вот этот энергообмен, да, когда, получается,
Мы знать не знаем про какую-то болезнь, но тут же там приходит Маша и говорит: ой, я чихнула, Саша, наверное, заразится. То есть Маша создает энергетическую какую-то структуру и посылает ее в Сашу. И Саша эту энергетическую структуру принимает. То есть как не принимать Машину вот эту вот энергетическую структуру? И тут я говорила про фильтры. Ребята, фильтры – это те же самые запреты. Это то, о чем мы с вами говорили в ролике про личные границы. То есть вы должны выставить свои личные границы по теме болезней. То есть это как единый вот шаблон действий. Запреты, личные границы, они на все действуют. То есть вы их выставляете везде вокруг себя. И вот эти фильтры по теме болезней – это то же самое. То есть вы себе выставляете определенный фильтр, что я не принимаю. Вот ты посмотри, вот начала записывать, и кто-то вот сверлит сверху. Я не знаю, будет слышно или нет. То есть я не принимаю вот эти энергетические структуры. Вы выставляете эту личную границу. Если вы не понимаете, о чем идет речь, пересмотрите видео про личные границы. Там я постаралась вот, хорошо очень об этом рассказать. Ничего сложного там нет. То есть я запрещаю вот этим энергиям, вот этим программам болезни работать у меня, я выбираю быть здоровым, то есть мы делаем выбор. Я выбираю не быть больным, а я выбираю быть здоровым. Мы делаем выбор, и мы выставляем личную границу, что все вот эти программы болезни, в том числе от других людей, я их не принимаю, они не принимаются. По теме того, как часто нужно эти границы восстанавливать, да, и как часто нужно запрещать и говорить об этом. Смотрите, как часто надо отменять эти программы. Когда у вас появляются первые признаки, вот вы можете с самого начала это выставить, да, вот, когда вы посмотрели вот это видео, допустим, по теме, как отменять болезни, вы начинаете выстраивать эту границу, вы делаете выбор, вы изначально как бы свою позицию, да, высказали. Допустим, все хорошо, все замечательно. Вы один раз отменили это, все, пошли. Как часто? Не надо прям каждый день сидеть и как какие-то вот, я не знаю, там, не люблю это слово, мантры там или что там, сидеть и проговаривать это постоянно, не надо. Но когда вы идете там и бах, вы чувствуете, что что-то пошло не так, то есть, что у вас там что-то горло запершило, или что-то там вы покашливать начали, или что-то вот какие-то признаки непонятно чего происходят с вами, то вы начинаете это снова проговаривать. Вот так. Если же все хорошо, вы не заболеваете, все замечательно, все классно, все здорово, не надо каждый день прям сидеть это там и зачитывать. Вот. Как манифесты это. Нет, то есть так это и работает. Либо, допустим, когда человек вам в открытую, вы сидите и с ним разговариваете, он начинает вам там в открытую говорить: ой, все, сейчас вот ты видишь, что творится за окном, ты видишь, ой, вот Манька заболела, значит, Санька тоже заболел, и этот заболел, и я вот чувствую, у меня уже в носу свербит, ты посмотри, вот это вот, тот у тебя покашлял, вот ты, наверное, тоже, ты смотри за собой, ты вот заболеть можешь там и все прочее. И когда вы говорите вот в таком вот ключе с человеком, вы тоже можете внутри это проговорить, что я не принимаю программу болезни этого человека. Я уже начинаю просто в открытую почти говорить. То есть, когда мне люди приходят и начинают вот подобные разговоры, то есть я в открытую начинаю почти говорить, что вам надо, вы болеете. Я болеть не буду. Ну и опять же, внутренне я выставляю вот эти барьеры и фильтры, личные границы, да, что я не принимаю вот эти программы от этого человека. Если ему так нравится, если это его выбор, пожалуйста, болей. То есть я болеть не собираюсь, это не мой выбор. Поэтому как-то так. Вот, это насчет того, что сколько, когда и чего вот это надо делать. Тоже не надо прям каждый день, но когда вы чувствуете вот такое нападение, чувствуете вот такое влияние, это все начинаете запрещать, это начинаете все обновлять и прочее. Это также касается и остальных, допустим, вот выставления границ в том числе. То есть вы их выставляете, смотрите, ага, все хорошо, да, эти границы никто не нарушает. Но если вы видите,
что что-то пошло не так, что-то как-то вот начало там непонятно, да, эти границы кто-то начинает потихоньку ковырять или пытаться ковырять, вы еще раз это проговариваете. То есть понимаете принцип. Далее, смотрите, насчет того, что вот отмена программы болезни и прочего, да, помимо того, вот тоже в прошлом ролике забыла об этом сказать немного, как бы, что помимо того, что вы передаете управление, да, своим здоровьем кому-то, то есть вы вот это все сделали, вернули себе право на свое здоровье, как бы отменили вот это все. И почему может еще не получаться это сделать, да, какие еще причины? Помимо причины того, что это энергетические вот такие структуры, которые могут там Саша, Маша, Вася, Петя вам передавать, да, помимо того, что кто-то вмешивается в ваше вот энергетическое пространство, могут быть еще и ваши собственные установки и программы, то есть которые вы даже, может быть, не осознаете. Когда я вам рассказывала, что у меня это получилось не сразу, да, то есть у других моих знакомых это бах и сработало, вот просто вот бах и начало работать, а я вот такая вот, у меня это все, я один раз, второй, третий, четвертый, то есть я не сразу же у меня получилось это сделать. Хотя я же им об этом и сказала, да, можно подумать. Но почему у меня сразу не получилось? Вот. Все дело было именно в моей программе внутренней. То есть в чем? Программы эти могут выражаться. Первая программа. Что-то типа «я не хочу на учебу-работу». То есть когда вы, допустим, не хотите идти на работу, и вы просто ищете способ туда не идти. И ваш, то есть способ, я хочу посидеть дома, я не хочу, вот у меня, кстати, очень много знакомых, которые заметили за собой вот эту ерунду, что как только у них появляется вот эта вот лень какая-то, да, такая, что им просто хочется вот неделю-две отдохнуть, отпуск, а отпуск у них еще не скоро, и они что, ой, как я задолбался работать, как вот это посидеть бы дома, вот просто отдохнуть, полежать на диване, там, посмотреть телевизор, сериальчик там какой-нибудь или еще что-то, вот просто вот задолбался, хочется отдохнуть. И все, вот как словом, так и делом. То есть они начинают вот эту программу, но это не совсем программа, это намерение, да, которое они забрасывают. А каким образом можно посидеть дома вне отпуска? Ну, естественно, заболеть. Заболеть, пойти взять больничный. Я не знаю, как за границей, конечно, но у нас, по крайней мере, вот так. Взять больничный и посидеть дома вот эти 2 недели. То есть там сейчас на карантине там или еще на что, ну, вообще на больничном. Посидеть и отдохнуть. Это тоже может спровоцировать как бы программу болезни, что мы сами себе создадим инцидент, то есть мы создадим реальность, где мы посидим дома и отдохнем. То есть вот это вот тоже, кстати, очень часто встречающийся такой вот момент по теме болезни. Ну, особенно часто выражается с всякими вот этими вот типа ОРВИ там и прочего, такое вот легкое. Далее, второе, какие еще могут быть моменты, то есть которые мы создаем, это я хочу, чтобы меня пожалели. Вот такой момент, то есть недостаток любви, заботы, внимания, то есть я хочу, чтобы на меня обратили внимание, я хочу, чтобы мне налили чаю с малиной, я хочу, чтобы кто-то вот, допустим, это особенно касается, наверное, и женщин, и мужчин, которые там как-то вот испытывают недостаток внимания, именно либо со стороны своей второй половины, либо со стороны даже там родителей, да, допустим, там не обращают, родственники, там ваше окружение, ваши близкие люди, они просто вот когда у вас складывается такое впечатление, что вы уже стали каким-то, я не знаю, чем-то таким обыденным и объектом, который как само собой разумеющееся воспринимается, да, вы начинаете себя вот так ощущать, внутренние вот эти ощущения, и из этого складывается такое, что я хочу, чтобы на меня обратили внимание, я хочу, чтобы как бы ко мне начали по-другому относиться, чтобы обо мне заботились, обо мне как-то вот что-то вот налили мне чаю с малиной, чтобы
меня любили. Вот этот недостаток тоже может провоцировать какие-то заболевания. Причем вот эти моменты, они даже более глубокие. У кого-то они выражаются чисто вот там носом пошмыгал и выпил чаю с малиной, а у кого-то, к сожалению, это может и привести к более каким-то серьезным программам. То есть, когда человек хочет постоянного какого-то внимания, вот, и знаете, очень частые фразы, особенно людей в возрасте, вот поковыряйтесь в себе, это очень важно, словите себя на том, где вы проецируете эту программу, потому что эта программа у многих людей, особенно старшего возраста, когда они хотят привлечь к себе внимание своих детей, привлечь к себе внимание там своих близких, чтобы люди посмотрели на них, и они начинают, вот со мной что-то случится, тогда ты вот запоешь, вот я заболею, вот тогда вот ты вот поймешь, да, вот я вот там, если там со мной, и они сами начинают вот это вот все. Этого нельзя делать. Нельзя делать такое, ребята. И это свойственно как людям старшего возраста, так, к сожалению, людям и более молодого возраста, которые тоже хотят к себе внимания, и неважно, чье это внимание, родительское, внимание второй половины и прочее, то есть внимание детей, опять же, да, что вот там я вот, значит, пашу там на работе, или я вот там пашу по дому, и вот я вот вокруг детей для всех живу, а на меня никто не обращает внимания, вот случись со мной что-то, вот эта вот фраза любимая наша. Это очень-очень важные моменты, которые вы должны понять, что от этих программ, от вот этих установок, которые вы сами себе начинаете устанавливать, а вам в этом помогает еще и подключка, которая говорит, да, думай так, думай больше, и она тебе еще и будет больше мыслей таких подкидывать, она тебе будет развивать эту мысль дальше, что да, вот заболеешь ты, вот тогда они поймут, что они потеряли, вот сляжет мать, вот это любимое, вот это вот, тогда они попрыгают все, тогда вот они внимание на меня обратят. Вы должны понять и сделать опять же выбор, и понять, что на вас, вам не обязательно болеть, вам не обязательно, чтобы с вами что-то случалось, не надо вот этого вот, вы сами это проецируете в свою реальность. Вы даете на это все разрешение, чтобы оно с вами случилось. Вы говорите, да, вот я хочу внимания, и внимание я могу привлечь только таким способом. И начинает прорабатываться реальность, где вот это вот все начинает закручиваться, выстраивается каркас и все прочее. К сожалению, вот это вот очень-очень важный момент, который надо пресекать, на корню пресекать. И работать над собой. То есть выбор, который вы должны сделать здесь, это то, что мне не нужно, чтобы со мной что-то случалось, мне не нужно, чтобы там болеть или еще что-то, для того, чтобы мои дети, мои близкие, там, да, мои родители, еще кто-то обратили на меня внимание, мои коллеги, там, неважно, кого именно вы вот на вот это вот проецируете, или на работе там на вас пашут, а вот там случись со мной, вот они вот там подумают, да, 10 раз, вот это вот все искореняйте, очень важные вот эти моменты, вам нужно их осознать. То есть вам не нужно болеть, вам не нужно, чтобы с вами что-то случалось или еще что-то для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы получить любовь, для того, чтобы получить заботу. Это тоже момент выбора. Вы должны сами понять, то есть и строить то, что вы говорите, я не выбираю вот так, вот такой момент получения внимания, заботы и всего прочего. Я выбираю, что обо мне мои близкие, мои дети, еще что-то, да, там, кто коллеги там, будут заботиться вот просто потому, что я есть, просто потому, что они меня любят. И они будут проявлять эти знаки внимания не потому, что со мной что-то случится, а потому что они меня любят, потому что они меня уважают и прочее. Рисуйте другую реальность, делайте другой выбор. Это тоже очень важные вещи. Так, надеюсь, эту тему мы тоже разобрали. Очень важный момент.
на самом деле. И вот я в прошлом видео, оно и так вышло очень большое по теме болезней, вот этот момент я как-то упустила, потом уже видео записала, все, монтаж сделала, потом только поняла, что, блин, вот это же я упустила, вот это вот самый главный момент, это наши внутренние установки и программы, которые мы сами себе создаем, и которые сущности в том числе они подкидывают и разворачивают это все. Но отключение сущностей, и вы все равно продолжаете. Это вот то, о чем я говорила, стереотипное мышление, ваши стереотипы, шаблоны, которые сложены в вашей голове уже сродни инстинкту Павлова, они тоже есть вот такие. И все так говорят, и я так говорю. Вот говорила мне мама, вот что случись с ней что-то, я вот пойму. Я тогда не понимала, а вот потом, когда с ней случилось, я поняла. И вот в таком вот все виде. То есть перекладывание вот эти вот. Не надо этого делать. Так, дальше. Смотрите. Тут тема того, что спрашивали, как восстановить эфирные тела, да? Вот, каким образом это сделать и прочее. Смотрите, ну, более точно, как восстановить эфирные тела, это, наверное, надо отдельно брать, потому что это уже касается темы намерения и темы того, как управлять не только своей реальностью, а вообще всем. Это энергетические более такие моменты. Не знаю, как вам даже это объяснить, как это делать, но получается, что вы должны на тонком плане ваше энергетическое тело запустить в нем механизм, то есть вот как вот процесс, задать определенное намерение. Намерение — это выстроить каркас реальности. То есть вот как Маша создает вот эту энергоструктуру, про то, как вот это создавать, это вот позже, наверное, будем рассматривать. Вот. Создает энергоструктуру. Это на автомате у Маши делается, да, что я чихнула, сейчас Саша заболеет. Она выстроила вот этот каркас намерений, и он начал прорабатываться, информационный. Тут то же самое, только вы уже специально создаете, то есть уже зная, что вы делаете, вы должны создать тонко вот это плановое намерение с энергоподачей, вот, ну, записать вот этот программный энергетический код на регенерацию этого эфирного тела. И вот эту вот мыслеформу готовую, энергетическую программу, запустить в вашем эфирном теле, чтобы она начала там прорабатываться. Так же, как Маша запускает вот эту вот неосознанно, то есть она берет вот это вот, я чихнула, Саша заболеет, посылает Саше, Саша принимает и начинает раскручивать. Только здесь вы делаете уже то, что вам именно нужно, а вам нужен полный процесс регенерации вот вашего тела энергетического. Вот эту мыслеформу там запустить, и чтобы этот каркас, во-первых, не сломался, и чтобы там начался постоянный вот этот процесс обновления, структурирования, там, восстановления, всего-всего-всего. И он не занимает 1-2 ночи. То есть он занимает достаточно долгое время, смотря на площадь, на уровень повреждения, на уровень всего. То есть тут даже смотря какое заболевание вы хотите там вылечить на эфирном плане и прочее. То есть тут с эфирным, в принципе, вот телом можно сделать все, что угодно. Я уже в других роликах как бы об этом упоминала. Можно и фигуру менять, и лицо менять, и вообще очень-очень много менять. Это такой каркас, который можно лепить как скульптор, просто как тебе захочется, если ты умеешь это делать. И физическое тело, оно очень сильно реагирует на энергетические тела, в том числе, как бы, когда вы делаете что-то на эфирном теле, какие-то изменения, или когда вот энергия попадает какая-то в эфирное тело и начинает там прокручиваться, то есть
Физическое тело на это очень сильно реагирует. Как бы, в принципе, вы вот можете даже это на уровне вот этих программ негативных просматривать, как это быстро работает, как это вообще начинает вот развиваться. То есть и тут вот в эфирном плане, но я вам могу сказать по своему какому-то опыту, я, допустим, за одну ночь восстанавливала порез на пальце. Просто вот был такой достаточно глубокий порез, я как-то там ложилась, запускала регенерацию, на утро я просыпалась, у меня уже все затягивалось в шрам. То есть быстрая такая шла. Были моменты, когда я там хорошо обожгла себе ладонь, как бы это вот совсем недавно было. Там вообще очень хорошо себе обожгла ладонь, и вообще там все должно было, как мне там увидели, когда, ой, это что, все там пузырями у тебя пойдет, кожа слезет, там капец, все, хана тебе, как это обычно любят говорить люди, ой, там намажь там чем-нибудь, еще что-то. Я, то есть, ничем не мазала, ну, боль я облегчала. Вот, посредством прикладывания холодного к ожогам, то есть кто знает, да, каким образом это делается, как бы, вот, снимается холодом ожоги, боль. И я запускала процесс регенерации также, у меня все прошло за одну ночь. На утро у меня ничего не осталось, то есть ни следа от ожога вообще. То, что там что-то было, там рука просто красная была, как рак вареный. И такие моменты были. То есть, ну, это вот запуск регенерации, ну, вот процессов регенерации. Но тут все зависит от вас. Я не могу сказать, что у вас это все получится вот на 100% вот таким образом. Как бы оно получится, но тогда, когда вы поймете, как эти процессы работают. Если вы сейчас поймете, как они работают, попытаетесь запустить, запустите, и у вас начнет получаться, это классно. Пробуйте. Но даже если ничего не получится, ну ничего страшного, получится потом, когда поймете. Вот это по теме, как восстанавливать эфирные тела. То есть за раз вам это все не рассказать. Мы вот сейчас только начинаем, можно сказать, вводные видео, вводные там такие моменты, чтобы вам вообще объяснить, как энергетика, вот это все работает, что такое настоящая физика, которую вам в учебниках не расскажут. То же самое, что такое на самом деле вот эти болезни, что это энергетика очень сильно на это все влияет в том числе. То есть, как ее там называют врачи, психосоматика, да, так называемая, но это тоже это энергетика. Мы даже не разобрали еще толком, как вот эти вот энергия кодируется. Просто, если вы понимаете на уровне своего восприятия, как энергия кодируется вот в эти вот мыслеформы, вообще в принципе, вот как я вам объясняла, там Маша чихнула, Саша заболеет, то уже там, если вы специально научитесь создавать мыслеформы какие-то вот такие, пожалуйста. Самое легкое, наверное, что я могу вам сказать, попробуйте из намерения вот такого вот сработать, это поменять погоду. Развести облака руками, что-то такое, это вот самые легкие такие практики, как я считаю, по запуску намерения. Далее такие вопросы есть. Насколько действенно можно отменить программу болезни у взрослого ребенка? То есть, как я понимаю, когда ребенку уже там 20 лет, 30 лет, насколько можно у такого взрослого ребенка отменить программу болезни. Ну, смотрите, тут зависит от, наверное, еще и самого ребенка неплохо. Например, если он себе классно сам эту программу прокладывает, в плане того, что ну вот, как мы выше уже поговорили, не хочу на учебу, работу, хочу, чтобы пожалели, хочу внимания и заботы, то есть вы таким образом ее не особо-то отмените. Вот. В принципе, чтобы таких мыслей не появлялось у него, то эту заботу и внимание вы должны так давать, чтобы вот подобных не было убеждений. Но смотрите, допустим, взрослый ребенок, если в него ранее были уже, ну и вообще обществом, и вообще в целом самой системой классно и здорово были продвинуты такие уже зачатки вот этого вот всего, что
сейчас настал сезон ОРВИ и простуд, сейчас мы обязательно все заболеем, это все с каждого чайника вещается. Если он в это верит уже как в истину последней инстанции и сам себе вот это вот все создает, они сами себе прекрасно все создают это все, люди. И тут вы, вот его, собственно, это уже будет сродни, понимаете, не то, что вы отменяете саму программу, он сам внутри себя создает вот эту мыслеформу на уровне своего намерения и на уровне выстраивания своей реальности. То есть он сам создает прецедент реальность. Мы уже говорили о том, что дух создает энергию, ну, не создает, а формирует энергию материи. Так вот, уже человек, который вот хорошо вот это вот все осознает, вот эти программы болезни прорабатывает на уровне своего восприятия, он не просто создает информационную вот эту штуку, которая просто начинает внутри, ну, неосознанно прокручиваться, он начинает создавать уже вокруг себя реальность, в которой он болеет. Это уже немного другое. То есть он создает сам себе жизнь, как программист, программирует свою реальность, в которой он начинает болеть. Вот. Если же у вашего взрослого ребенка, допустим, такое, что он не создает такую программу сам, то есть он не бегает там и не создает, что хочу внимания, не хочу на учебу, работу, там, не хочу там туда-сюда. Если его уровень заболевания, чихаю, кашляю на уровне того, что Маша подумала, Маша чихнула, да, подумала, Саша заболел, тогда вы можете отменять эти программы и как бы их аннулировать. Так же, как и, в принципе, программы на маленького ребенка, то есть запрещать, да, вот это вот все, чтобы ваши родные и близкие болели. Тогда, да, вы можете это делать. Но это если на уровне, что это другой человек, там вот просто он автоматически это все прорабатывает, то есть не ходит и сам себе вот это вот все не создает специально. Это можно. Далее, смотрите. Такой вопрос тоже очень важный мне показался для понимания, что можно ли отменять программы болезни, и я сюда же объединю программы болезни и отключать подключки вот, у усыновленных детей. Мы сейчас говорим про маленьких детей. Ну и про взрослых тоже, в том числе. Можно ли программы болезни отменять и подключки отключать у усыновленных детей? Можно. Почему? Потому что на уровне энергетики, только если вы к этому ребенку действительно чувствуете родительскую вот связь вот эту, родитель-ребенок. Если вы просто воспринимаете этого ребенка как нечто, которое бегает тут, и вы его воспитываете, да, то есть вы как-то вот к нему никак не относитесь, что вы просто взяли там какого-то левого человека под свою ответственность, так нет, не получится, потому что вы сами связь не создаете с ним. Но если вы этого ребенка принимаете как родного, если вы действительно его воспринимаете, что это ваш ребенок, то есть вы берете энергетически над ним ответственность, то есть вы принимаете ответственность за него, и вы говорите: я его мать, я его опекун, да, я тот человек, который несет ответственность, который защищает этого ребенка в первую очередь. И если вы берете этого человека под свою опеку, да, вы создаете с ним очень сильную, мощную энергетическую связь, через которую вы можете отменять у него и программы болезни, и подключки снимать и прочее. И, кстати, это касается не только усыновленных детей, но и ваших близких, других людей, допустим, будь то ваш муж или жена, вы тоже можете, это ваша вторая половина, то есть ваша пара, не только дети, там, допустим, еще какие-то люди, там, близкие для вас, да,
с которыми у вас очень сильная вот эта связь. Не такая, как с другими людьми, но достаточно сильные энергетические связи образовались. Да, вы можете, но опять же не нарушая. Это мы сейчас говорим про взрослых людей, да. Про детей мы отдельно сказали, что да, там все можно. Про взрослых людей, не нарушая их волю. Но я уже говорила про то, что мы можем, допустим, вот эти вот подключки, выгонять их у человека, когда мы это все оборачиваем таким образом, что эта подключка, которая находится у человека, с человеком, она нарушает вашу волю. То есть вы прям проговариваете, что ты подключка, неважно, мужа, жены, сына, там еще кого-то, да, вот. Эта подключка нарушает мою волю. Она пытается скачать с меня энергию, она трепет мне нервы, она там еще что-то делает, там уже подстраиваете под свою ситуацию. То есть вот эта подключка, то есть она нарушает мою волю своим присутствием здесь. От человека я хочу этого видеть, я хочу с ним общаться, я хочу с ним жить на одной территории, еще что-то, да. Но вот с этой подключкой ее терпеть я возле себя не желаю. Она нарушает своим присутствием мою волю. Все, до свидания, подключка. То есть здесь все это также работает. Но детей, вот конкретно детей, маленьких детей, мы сейчас с вами про маленьких говорим, маленьких детей вы берете полностью под свою ответственность, если это именно сильная энергетическая связь, опять же, вы берете под свою ответственность, под свою опеку, и вы можете просто брать и отрывать это все вообще вот просто без всяческих там воля, неволя, там еще что-то, да. То есть ребенок находится под вашей ответственностью. Так, вот это, я надеюсь, мы тоже разобрали, как бы вам стало понятно. Дальше. Тоже такой вопрос, до какого возраста родители несут ответственность вот эту как самую за ребенка и могут вот эти вот действия программы и всего прочего за него отменять. Смотрите, я вам не могу назвать вот прям точный возраст, но где-то это идет вот этот порог, который называют, когда ребенок именно переходит в стадию подростка. То есть, когда ребенок был ребенком, а потом это стал подросток. Вот подросток, он уже начинает нести за себя ответственность. Он уже начинает проявлять свою волю и пытается сам начать, как сказать, пытаться принимать какие-то решения за себя в своей жизни, пытаться как-то свою личную жизнь, то есть когда ребенок маленький, он бегает еще мама, мама, папа, 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 да, и вот это вот все, то есть весь мир его кружится вокруг вас, а подросток, он уже начинает выставлять личную границу, то есть он говорит, так, я вот и моя личная граница, там, я, да, отдельно, а мама с папой, они отдельно. То есть вот в этот момент он начинает проявлять свою волю. И тут уже мы начинаем с ним методы отключения подключек, отрывания и болезней, вот и всего, отмены вот этого всего, уже на уровне как со взрослым. То есть лярва, которая сидит там на моем сыне, на моей дочери и т.д. и т.п., вот, ты нарушаешь мою волю. Вот я не хочу, чтобы ты находилась со мной рядом на одной территории. Мы уже по-другому начинаем. То есть на них мы начинаем так, как на взрослых людей уже. Вот. Надеюсь, с этим тоже понятно. Я не могу сказать вот конкретно вот 13, там, 12 лет, там, 14 лет, потому что как бы, ну, родители уже взрослых детей, они, наверное, понимают, что у каждого ребенка такой момент, когда он начинает вот эту вот переход от ребенка к подростку, он начинается индивидуально. У кого-то это начинается в 13 лет, у кого-то в 14, у кого-то там в 15-16 только. Тут зависит, наверное, от самого ребенка, когда у него начинается вот этот так называемый, там, я не знаю, период юношеского максимализма, или как там его правильно называют. Так, далее. Давайте, хронические заболевания, тоже был вопрос про хронические заболевания. Хронические заболевания, помогают ли отключение подключек, отмены вот этих болезней, то, о чем мы говорили, да, справиться с хроническими заболеваниями. Ребята, смотрите, тут вопрос, конечно, можно сказать, не то чтобы индивидуальный,
все зависит от самого заболевания, вот. Но я не могу вам сказать, что вы когда отключите подключку, у вас вот прям в этот момент там заболевание, вот это оно раз рассосется и все. Так быстро оно, наверное, не станет. Но по моей практике и по практике других людей, которые начали это все делать, отключать подключки, да, вот особенно это касается каких-нибудь там остеохондрозов, еще чего-то, то есть типа вот все, что там такие хронические там супер-пупер заболевания, вот это оно начинает уходить. То есть я не делала там снимки, знаете, там типа МРТ, там еще что-то там, да, не смотрела, а что там у меня, еще что-то, но боли проходят. Они начинают убираться именно когда проблема основная, там вот этот, что там было, какая-то сущность сидела, или там лярва, или что-то там внедрено было, или там провод, или что. Как бы каждое заболевание там по-разному бывает. Вот. Это как бы внешние проявления на физическом теле, вот эти вот такие моменты, хронические какие-то вот эти заболевания, это внешние проявления того, что воздействие вот этой вот штуки, пиявки, то есть вот в этом месте начинает что-то болеть, потому что там помимо того, что энергию качают, да, самого человека, они еще и вот в месте присоски вот этой начинает выкачиваться жизненная сила из того места вот эфирного тела, где вот эта дрянь выкачивает. И вот в этом месте, на физическом теле, то есть выкачивая жизненные силы с вот этого места, там начинает образовываться болезнь хроническая. И чем дольше эта гадость вот это вот сосала там у вас, я не знаю, там печень или что, вот в каком месте она там была присосана, там начинает вот, ну, действительно какое-то заболевание вот это вот выходить, потом оно выходит в хронические какие-то вот такие моменты, да, что уже там, ну, никак. И да, когда убирается вот эта подключка, становится легче. Это вот заболевание, боли там с него, еще что-то, оно отступает, как бы процесс ремиссии определенный наступает. Но для того, чтобы оно полностью восстановилось, вот это место, да, где вот эта жизненная сила была нормально так скачана, то есть рана осталась, нож вытащили, рана осталась, эта рана будет заживать. Вы можете, допустим, на месте вот этой раны, которую ну вот нож вытащили, рана осталась, вы можете запустить процесс регенерации на этом месте. И тогда вот рана начнет затягиваться быстрее, да, и это хроническое вот это вот заболевание, оно может уйти, рассосаться, вообще все. Но сколько там оно будет восстанавливаться, ну я вам не могу сказать, если вы просто вот достали нож, болеть в этом месте перестанет, но затягиваться оно будет. То есть заживать, да, скажем так. И тут, ну, нельзя тоже, опять же, все там вот эти хронические заболевания под одну гребенку грести. Но вот основной принцип, как это вот выглядит, я вам рассказала, да. Так, ну и опять же не забывайте о таком понимании вот этого вот момента, как психосоматика. Потому что если вы будете дальше продолжать, там, ну, допустим, даже отключили там эту подключку, вытащили нож из этой раны, и вы будете на уровне психосоматики говорить о том, что у вас эта рана есть, и она у вас хроническая, и ничего с ней не сделаешь, значит, она просто будет в том виде, ну, на энергетическом плане, в котором она есть. То есть ножа уже не будет, но рана останется, и заживать она не будет, потому что вы сами на уровне своей психосоматики не будете давать ей заживать. Такое тоже может быть, не будем забывать об этом моменте. Так, давайте дальше. Такой вопрос. Не хотела, если честно, его задевать и говорить об этом насчет детей с особенностями развития. Вот. Что это такое, выбор души или что-то другое? Давайте так, мягко. Я не хочу прям кого-то пугать, что-то там какие-то вот такие моменты. Смотрите, дети с особенностями развития – это не выбор души, это что-то другое. То есть здесь имеет место быть подбитая душа. Есть некоторые моменты, ну, опять же, все под одну гребенку грести как бы не стоит,
Но мое личное мнение, скажем так, и то, что я видела на тонком и вижу, я еще, опять же, остановлюсь на том, что я до конца вот весь этот момент не исследовала, чтобы прям глубинно вам рассказать, в чем причина, почему и вот как, да, но скажу так, внутриутробно еще, когда ребенок был, было совершено на него атака, нападение, то есть его подбили еще там, и получилось вот так, как получилось. То есть это атака, это не что-то такое, что выбрала душа или что-то, это атака. Это планомерное причинение вреда для того, чтобы эта душа не смогла что-то реализовать здесь. Вот, это первое. Второе. Сразу скажу, что там не все так просто. И да, вы, зная это, отменяйте, запрещайте, отключайте, все это тоже делайте. И не надо вот заранее там, все плохо и все прочее, оно там как-то это. Могу сказать так, не хочу прям вот давать какие-то ложные надежды или еще что-то подобное, но я видела частично, да, то, что мы говорили про новые энергии, которые заходят, да, сюда, и они будут усиливаться с каждым днем все больше. Не могу сказать точно, с какого года или как это начнется, там в следующем году или в 23-м году, но я видела, что под воздействием вот этих энергий тела, в том числе вот этих людей, они начнут как-то меняться, то есть они, я не скажу, что я прям не буду вот как-то там обнадеживать или что-то говорить, что все, они все чудесным образом исцелятся, но будет происходить какой-то момент вот этого вот, как сказать, не исцеления, а что эти тела будут восстанавливаться. То есть вот эти атаки, которые, повреждения, которые были нанесены этим душам, они так или иначе будут либо сглаживаться, либо вот что-то восстанавливаться, такой процесс какой-то будет. Я сама хочу очень сильно в это верить, то есть то, что я видела, но опять же я не хочу лишний раз вот там обнадеживать или как-то вот такого вот плана, но я вот подобное видела. Поэтому давайте с вами будем надеяться и запустим намерение, да, опять же, того, чтобы это было так. Я сама очень сильно этого хочу. Так, поэтому этот вопрос мы тоже с вами разобрали. И опять же, то, что я вам сказала, что вот это было нанесено и все прочее, пробуйте запрещать, пробуйте как бы отрывать, да, это все. Я не могу вам сказать, что это вам поможет там 100%, там прям завтра вы увидите результаты или еще что-то. Я говорю, там другой уровень атаки, совершенно другой, там именно ломали специально что-то, да, вот, но оно будет восстанавливаться только уже под действием немного других энергий и других процессов, вот, скажем так. Далее, давайте еще по теме болезни разберем. Выпадение волос, спрашивали такой вопрос, что началось в России, по крайней мере, мне так сказали, да, началось в России массовое какое-то выпадение волос именно летом этим, и что с чем это связано? Знаете, очень интересно, потому что мне на днях рассказали, что именно этим летом в России вдруг ни с того ни с сего прям с самолетов распыляли какую-то отраву от клещей, якобы. То есть и прям вот, никогда ничего не распыляли уже лет 10, а то и больше, а тут вдруг приспичило что-то там распылять, якобы отраву от каких-то вот клещей. И
так уж как-то вот очень странно совпало, что у людей начали лезть волосы. Ну, такое странное совпадение, ну да ладно. Вот, так что, думаю, на этот вопрос я тоже ответила. Так, далее. Есть такой вопрос, что нужно ли делать стандартные ширяния. Вот, не нужно делать стандартные ширяния. Почему? Ну, это тоже один большой такой ное, вот, с этими стандартными ширяниями. Ну, просто задумайтесь, да, над тем, что на самом деле вот эти стандартные процедуры, они типа дают защиту, вот, типа что-то там делают всего на 5 лет. И это вам скажет любой человек в той области. Всего 5 лет. Так вот, по идее, чтобы вот это вот все работало, да, от чего вам говорят вот эти вот стандартные ширяния защищают, якобы защищают, вы, каждый из вас, да, взрослых людей, должны каждые 5 лет ширяться, ребята, стандартно. Вы должны вот все вот эти вот ширяния раз в 5 лет проделывать, иначе вы ни от чего не защищены. Но давайте посмотрим объективно и реально на улицу. И где? Где? Нету? Правда? Так бы уже все повально тут лежали. Ну, что-то мы этого не видим. Ну, вот вам такой пища для размышлений, да, просто логическая даже чисто. Так, далее. Так, это я немного собрала по теме именно болезни. Сейчас еще есть несколько вопросов. Они не касаются конкретно болезней, но они также важные, только они уже такие в более другой теме. Смотрите, спрашивали, я в одном из видео упоминала портал и топку. Что это такое? И был также вопрос, куда утилизировать подключки. Куда девать, значит, всех этих лярв, про которые мы говорим, куда девать этих всех там сущностей, куда девать эти все провода, куда их выкидывать и прочее. Во-первых, я очень сильно рада, что вы начали видеть этих лярв или чувствовать, или ощущать, или на каком-то своем внутреннем зрении. Вы понимаете, что они есть, вот они, вы их можете, ну, условно говоря, пощупать и потрогать для того, чтобы куда-то их утилизировать. Так вот, куда мы их утилизируем? Сейчас очень важный момент, такой тоже, который лайфхак, который я вам дам по этой теме. Во-первых, смотрите, ну, многие говорят, портал, открываем портал и отправляем домой. Но также были люди, которые мне писали, что вот я отрываю вот эту дрянь, она просто идет по кругу и возвращается. То есть я ее отрываю, а она возвращается. Что делать, да, с ней? И вот тут момент такой, смотрите, для того, чтобы эта дрянь больше не возвращалась, мы сейчас имеем в виду сущности, потому что эгрегор это просто и у него куча проводов. Вот, ну, тему эгрегоров потом разберем. Вот, что делать именно вот с сущностями, ну, и с проводами эгрегоров тоже в том числе. Так вот, в портал их пихать, ну, особого смысла нет, потому что, ну, как мы уже говорим, мы за ними дверь захлапываем, они тут же ее открывают, да, и возвращаются через некоторое время. Так вот, если вот эта дрянь, они вот уже вот просто хрен забили, как говорится, и вот просто выжидают и возвращаются на кормежку на свою же туда же. Их опять отогнали, они опять же постояли в стороне и опять пришли на водопой. Так вот, что мы делаем? Мы проговариваем такую вещь, я постоянно проговариваю. Любая ерунда, то есть любая подключка, любой эгрегор, любая там сущность, да, вот, кто угодно, кто нарушает мое энергетическое пространство, вот с данной секунды, с этого момента, да, любой, кто нарушает мое энергетическое пространство, кто находится в моем энергетическом пространстве, кто там пытается нападать на мое энергетическое пространство и прочее, да, вот, ну, то, про что мы с вами говорили, да, вот, тот автоматически подписывает контракт на полную утилизацию в топке. То есть
Вы думали, что вот эти вот подписания контрактов не односторонние, что только мы можем, да, подписывать что-то, что нам подпихивают темные? Нет. Выставление личных границ — это тоже определенный момент. Мы тоже можем им пихать контракты, которые, делая какие-то действия, они подписывают автоматически. То есть они тоже под чем-то подписываться могут. Так вот, когда мы вот это проговариваем, мы говорим, что любая хрень, которая как-то пытается воздействовать на мое энергетическое пространство, которое там нарушает мое энергетическое пространство и прочее, автоматически подписывает договор на полную утилизацию в топке. Все. И с этого момента желающих поживиться вашей энергией становится на удивление поменьше, чем до этого было. Как бы, ну, шкурка своя многим дорога. Но останутся и те, кто, в принципе, ну, либо слишком борзые, либо думает, что проканает, либо там еще какие, либо просто смертник, камикадзе, самоубийца. Ну и, в принципе, всякие сущности, которые являются роботизированными, да, то есть искусственным интеллектом, и у них отсутствует какой-то вот такой вот навык самосохранения, или их специально посылают как смертников, да, ну вот как утиль, как пушечное мясо на то, чтобы там нападать на вас, вот такие останутся. Так вот, и когда любая, ну вот с этого момента, как только вы вот это проговорили, вы начинаете просто все вот эти провода, все вот эти сущности, всю вот эту вот шушеру просто сдирать с себя и представлять себе такое пространство. То есть вы как открываете дверь, или там как у вас будет, это опять же момент, как вы сами это увидите. Кто-то видит камень, отодвигает какой-то огромный, и там внизу видит пространство, где плескается лава, как в жерле вулкана, знаете, такая лава просто вот. Кто-то отодвигает камень, кто-то открывает двери, кто-то, как я, допустим, у меня вот печка вот такая, знаете, русская печка, и в ней вот такой вот открывается как печной вот это вот такой вот, как печка, и вот открывается дверь. То есть все по-разному видят, это момент вашего личного восприятия. То есть, но вы видите, вот это пространство открывается, где просто плескается лава. И в эту лаву, в эту топку, то есть кто-то там может огонь видеть, кстати, мне говорили некоторые, что видят, как огонь там горит. Вот. В эту топку просто закидываете всю эту шушеру. Все, закидываете там вот этих вот, все вот эти вот лярвы, всех вот этих сущностей, все вот эти провода, все вот это вот, всю вот эту шушеру, любую там, я не знаю, атрибутику, которую вы там на себе, может быть, кто-то уже начал видеть, да, какие-то там чипы, какие-то там приспособления, какие-то там кубики непонятные, там какие-то капсулки непонятные, которые там в ваши тела вмонтированы, все это туда. Все это туда. И вся вот эта энергия, которая закодирована так или иначе, то есть получается, все это просто в топке переплавляется до первоначального потенциала. То есть все там превращается в потенциал. Все. Полная утилизация. Опять же, то есть для того, чтобы вы понимали, это не утилизация искры, души там, этой сущности или еще что-то. В большинстве своем вот это, допустим, сущность там или еще что-то, что к вам там привинчено, ну, если оно имеет, да, под собой момент искры, то есть это либо фантом, то есть фантомы, что такое? Это искусственно созданное энергетическое тело, как слепок энергетического тела. То есть при помощи фантомов, может, кто-то там разбирается немного в практике, вот. При помощи фантомов как бы очень многое делается, особенно кто там вот этими магиями занимается, те знают, что такое фантомы. И вот, кстати, вам такой пример, да, про который вы поймете, вот техника куколок, которые куколки Вуду, там и не только, вольты, так называемые, да, вот эти вот техники куколок, как раз-таки там создается вот эта куколка, она создает энергетический фантом, вот. То есть как отражение в зеркале энергетического тела или что-то типа того искусственно вот созданное. Поэтому его нельзя считать полноценной душой, да, или чем-то, это просто энергетический слепок. Так вот,
И при помощи, кстати, вот темные тоже, когда мы говорим про то, что они воруют наши энергетические тела некоторые, тут даже иногда они не воруют энергетические тела, а как воруют фантомы создают. То есть создают где-то там куколку у себя внизу в нижних мирах или что-то вот, какую-то такую куколку, над которой они там начинают иголочки втыкать, что-то там делать, а это все отражается на ваших верхних телах. Вот, ну это так, уже к более продвинутым пище для размышлений и понимания. Вот такие моменты, как бы по теме. То есть вы уничтожаете в этой топке не душу этой сущности, лярвы и прочее. Надо ее домой отправлять. Не надо ее отправлять домой. В топку запихали, все на этом. А вы не уничтожаете ее душу. Душу, искру вы не сможете в топку запихать. А в топке вы уничтожаете либо энергетическое тело, если это энергетическое тело этой души, то есть душа потом, ну вот этой лярвы, там сущности темного, ей придется потратить потенциал для того, чтобы создать еще одно такое тонкое тело. Ну мы уже говорили, это как развоплощение ее в определенной мерности просто будет. Вот, то есть ничего она там такого не потеряет. Сама эта искра не пропадет, ничего с ней не случится. Вот, то есть либо она потеряет вот это тело, свое одно из энергетических тел, либо это будет фантом вот такой, при помощи которого они опять же там делали какие-то манипуляции, да, с вами. То есть фантомами тоже можно делать, то есть создавать свой фантом и что-то ими где-то делать. Такое тоже есть. Вот. Либо вы уничтожаете фантом. Ну, фантомы это обычно вот сущности какие-то делают высокого порядка, то есть темные, да, делают свои фантомы. Также маги могут делать, то есть свои фантомы для того, чтобы какие-то магические действия делать. Ну, в общем, такое. Это утилизируете, плюс утилизируете, допустим, если там каких-то паучков, там еще прочее, вообще не заморачивайтесь, потому что это просто как роботы, ничего более. Вот, поэтому все в топку, и на этом все. Энергетическое, вот эти провода электрические, эгрегориальные, вообще не заморачивайтесь. Просто в топку сгребли и все. Как бы все до потенциала, до первоначального потенциала, полная утилизация. Вот, как-то вот так. Я надеюсь, понятно объяснила. Сразу тоже, что некоторые спросят, как делать это в топку, если я не вижу, да. Визуализируйте. Я много раз говорила, если вы там не видите тонкий план, визуализируйте, представляйте, фантазируйте, как вам это больше нравится называть. Визуализация на самом деле повторяет 90% того, что вы визуализируете на тонком плане. То есть, если вы там представляете себе визуализацию, делаете того, как вы берете эту сущность и запихиваете ее в топку, значит, это все будет происходить на тонком плане тоже. То есть даже если вы ее вроде как туда запихали, а вы чувствуете, что она здесь осталась, еще раз, и еще раз, и еще раз это делаете до того момента, пока вы не поняли, что да, блин, это у вас получилось. Все, вы это сделали, потому что она может своей волей, опять же, сопротивляться, да, этому, опять же, если вы не видите тонкий план, как бы вы это намерение запускаете так или иначе, и это намерение будет работать на тонком плане. Вот. Далее. Насчет топки, да. Как ее там визуализировать, как ее лучше представить и все прочее. Мне тут один хороший человек рассказал, как он это делает. Вот, как у него там не получалось сначала ее представлять, и чтобы ему правильно настроиться, да, как-то вот правильно вот это сделать, чтобы представить эту топку, то есть что сделал он. После чего он начал хорошо ее прекрасно видеть. Он открыл YouTube, набрал видео, там жерло вулкана, да, вот, извергающегося лава, вот это вот все, и просто посмотрел видео. Видео, где вот эта лава, то есть она красочно там вся извергается, как вот это вот все бурлит, там кипит, да, в жерле там вот этого вулкана. И все, и он начал прекрасно видеть топку, то есть вот в таком виде. Поэтому, если у вас не получается, можете попробовать его метод. Далее, смотрите, такой вопрос, что Надежда,
напишите нам какую-то текстовку, какой-то набор слов, отказов, там какой-то готовый шаблон, по которому мы будем говорить, вот, потому что мы боимся что-то не так сказать, или не так сделать, или не так подумать, вот, и они не отцепятся. Давайте этот вопрос прям очень хорошо проговорим. Во-первых, я уже объясняла и говорила, что нельзя читать чужие готовые текстовки, нельзя читать чужие там какие-то отказы, какой-то готовый шаблон и прочее. Почему это делать нельзя? Потому что в каждом таком готовом шаблоне, в каждом таком текстовке там и прочее, заложена чужая энергетика, чужие кодировки. Маша чихнула, значит Саша заболеет. Вы не знаете, что там под этими словами на самом деле закодировано. Не надо читать чужие кодировки. Это первое. Вы должны свою кодировку составить, свою энергию запускать. Хотя бы потому, что читая чужую вот эту вот штуку, ваша не будет формироваться. В лучшем случае вы просто вот эту чужую энергетику что-то там сделаете, а что сделали, сами не поняли. Вы не будете запускать свое собственное намерение. И единственное, кто на этом сыграет, это те самые сущности. Далее. Я боюсь что-то не так сказать или что-то не так сделать, и у меня не сработает. Что вы делаете? Вы говорите, что сущность может использовать какие-то вот лазейки в том, чтобы ей не уйти. То есть вам достаточно что-то не так сказать, и она может остаться. В принципе, это говорит вам сущность, что, а знаешь там, Маша, если ты что-то не так скажешь, я же не уйду. Согласись с этим, что ты можешь что-то не так сказать, и я это могу воспринять как-то по-своему и не уйти. Согласись на это. То есть вам подпихивают опять же контракт того, чтобы, ну, я могу не уходить. А давай ты что-нибудь не так скажешь, и я могу не уходить. Нет. Дело не в том, что вы что-то не скажете. Вот опять же говорю, первично не слово, первично мысль. Мыслеформа, она не состоит из ваших слов. Слова – это просто вам так удобнее будет донести и выстроить свою мыслеформу, потому что вас приучили думать словами, поэтому я вам говорю, там, говорите то-то и то-то, говорите там такие-то, такие-то там слова, говорите там что-то, потому что вам так будет легче выстроить свое намерение. Вы можете вообще даже не говоря ни одного слова выстраивать намерение. Намерение – это ваша энергия. Это то, что формируется после того, как Маша говорит о том, что «Ой, я чихнула, наверное, Саша заболеет». Вот это вот формируется в мыслеформу. Мыслеформа, она не имеет каких-то слов. Понимаете? Она энергия. И эта энергия имеет как вот объемный такой каркас. Определенной картинки. Это как ощущение какое-то. Вот, допустим, вы испытываете чувство, и вы привыкли называть это чувство радость, словом радость, да? Но когда вы испытываете радость, оно же не является словом, оно является ощущением, чувством, которое испытывает ваше тело, ваша душа, ваше сознание. Вы говорите радость, а на том конце земного шара вообще говорят другие слова. Не радость, а как-то по-другому. Там, в Америке говорят одно слово, там, в Европе там, немцы второе, там, я не знаю, там, в Бразилии третье, там, четвертое. То есть одно и то же ощущение называют разными словами какими-то. Да? Разные звуковые комбинации издает рот. Но при этом ощущение-то одно. Поэтому слова – это просто слова. Это просто звук. То, что издает ваш рот, когда вы говорите. Первично мысль, первично ощущение. И когда вы что-то говорите сущность там, пошла ты вот лесом с моей квартиры, там, с моего энергетического поля и все прочее, вы должны осознавать в первую очередь то, что не важно, что вы скажете, она должна вас послушаться. И вы должны ей вот это донести тоже,
что, знаешь что, неважно, что я там буду и какими словами говорить, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Ты прекрасно понимаешь. Моя мыслеформа, она понятная и простая. И чтобы я как бы, неважно там, скажу я частицу «не» или не скажу, в других языках вообще такой частицы нет. Они вообще по-другому разговаривают. Они не говорят слово «не». У них там другие слова. Это кодировки, которые вы сами себе создаете. То, что, опять же, вот на уровне психосоматики рисует вам какие-то ограничения. Эти ограничения ума, ограничения, которые вы сами себе эти стены построили вокруг себя кирпичные, потом говорите: ой, я не могу выйти. Поэтому, когда вы, то есть вам приходит такое на ум, что я могу что-то не так сказать, вы говорите: все ты поняла, сущность, что я имею в виду, а я имею в виду ровно то, что ты сейчас пойдешь вон. Вот и все. И не важно, какими словами я это скажу. Матерными или не матерными. Вот и все. Потому что первично ваше желание и ваша воля, ощущения, которые вы при этом испытываете, а не то, какими словами вы это говорите. Это вам говорят, что текст первичен, на самом деле нет. Первична мысль, первичная энергия, которая закладывается под слова. Так, поэтому все, что касается не так сказал, не так сделал, не так прочитал, не то слово употребил, сказал частицу «не», все, ничего не получилось, все, равно дал разрешение сущности дальше оставаться у себя в энергетическом пространстве. Надеюсь, этот вопрос мы тоже с вами обговорили. Насчет кодировок, вот под чужих кодировок энергетических, которые записаны по слову, вот хоть отдельное видео снимай, честное слово, и прям разбирай по костям. Вот этот феномен, или как вот этот физический процесс. Наверное, так мы и сделаем, но не знаю, либо чуть-чуть попозже, либо как, потому что тем на самом деле очень много тем. Мне задают и устройство души, как душа устроена, и куда мы там попадаем после смерти, и что делать вот в этих случаях, а что делать вот в этих, а как Вселенная состоит, а что такое переход, и как вот он это. И вот тем очень-очень много, и все они глобальные, как-то их надо рассмотреть, и вроде как стараешься в порядке очереди какой-то или как-то вот первостепенность задачи того, что на самом деле сейчас важнее рассматривать, допустим, то же самое, чтобы вы стали свободными сначала, а потом мы разбирались, как там что устроено и зачем. Но по факту, опять же, вот мы с вами разбираемся там, как отменить болезни, как там убрать вот этих вот сущностей, как еще что-то. И тут же попутно мы с вами разбираемся о настоящей физике, о том, как все работает, причинно-следственные связи, энергетические вот эти вот связи и многое-многое другое. Вот. Поэтому, ну вот такой момент. Поэтому я думаю, эти темы тоже очень важны для вообще понимания мира и мировосприятия в том числе. Так, куда утилизировать подключки мы разобрались, про кодировки разобрались. Так, ну и тут остались такие 3 вопроса у меня выписанные. Уже так затрону поверхностно, чтобы было понимание. Смотрите, про питание. Меня очень много спрашивают про питание. Про питание, ребята, мы с вами снимем отдельный большой ролик, где я вам попытаюсь все это в кучу как-то рассказать, и это тема не 2 минут, потому что мы с вами опять же будем разбирать тему по костям, можно сказать так. Единственное, что я вам могу сказать, что процесс питания – это выбор человека в первую очередь, и человек должен выбирать свое питание на уровне осознания и его готовности. Допустим, если человек не просто там от
какого-то там веяния, да, ой, все сейчас веганы, это модно, сейчас я тоже буду веганить, там, или что-то такое начинает делать. Если он чувствует, что это выбор его души, он не хочет вот питаться вот так, он хочет питаться вот так, значит, это он делает этот выбор, и он питается, и это правильно. Но если он начинает что-то делать, потому что это модно, классно и здорово, и все так делают, ну, это уже подключение к определенным энергетическим структурам, то есть к эгрегорам. Также момент, который я вам могу сказать, но я его потом разберу по костям и прям вот расскажу все энергетические процессы и прочее относительно вот этого момента. Нельзя есть мясо животных. Вот. Вы можете там начать там в комментариях, все, опять же говорю, если вы не готовы бросить мясо животных, если вы хотите есть, момент питания – это выбор каждого человека. Но я говорю, что вот это вот действие, то есть то, что вы употребляете мясо животных в пищу, несет очень большие и огромные энергетические последствия для вашего тела. Это яд, который вы употребляете. Хотите употреблять этот яд? Это выбор питания, выбор каждого человека. Но энергетически это наносит вам просто очень большой колоссальный ущерб. Вот. Я это расскажу, все разберем, все, но это будет тема отдельного ролика. Так что про питание давайте условимся так, что я мясо есть не рекомендую категорически, рыба так-сяк, все остальное, ну, если не считать всяких там, знаете, типа газировки, консерванты, там такое-такое, да, вот, это, естественно, есть нельзя, лучше, то есть все, что содержит вот такие вот всякие химические, непонятные вот эти вот примеси, этого лучше, естественно, избегать. Все, что касается остального, то есть тут уже в зависимости, опять же, от вашего личного выбора. То есть, но чего-то такого суперкриминального в остальном нет. Ну, если, конечно, это не касается каких-то индивидуальных непереносимостей людей, да, таких как у некоторых есть какие-то свои аллергические реакции, пищевые непереносимости и прочее. Это скорее исключение из правил. Так, вот, про питание так мельком мы поговорили, но это мы обязательно разберем в отдельном ролике, потому что там, ну, достаточно много информации. Так, давайте дальше. Ну и так, два таких вопроса. Люди часто спрашивают в комментариях про наставников, ангелов, архангелов, кураторов, каких-то там непонятных, значит, богов, учителей, там, еще чего-то. Вот, ребята, из ролика в ролик говорю одно и то же. Нет никаких кураторов, нет никаких учителей, нет никаких там высших там непонятных существ, которые там чему-то, кого-то и прочее вас куда-то там ведут. Единственные существа, которые вас куда-то чего-то ведут, они вас ведут якобы благими намерениями, но, к сожалению, в нижние миры. Поэтому все, что касается вот этих каких-то там непонятных там наставников, кураторов, учителей, каких-то там ангелов, архангелов, каких-то еще там чего-то, каких-то там богов непонятных, что-то еще, 1500 раз говорила. Скажу еще раз. Душа сама отвечает за собственный рост в том виде, в котором он есть. И никому из них, никаким ангелам, архангелам, наставникам, учителям, непонятным там гуру, там еще кому-то, не надо к ним обращаться. Как бы их ни называли, неважно, как эту сущность зовут, чего она это, не надо этого делать. Не надо передавать им вашу реальность, ваше здоровье, ваше все. Вы это делали на протяжении всей вашей жизни. Единственный, ответственный за вашу жизнь на том этапе развития, на котором вы вот воплощены вот здесь, в человеческое тело, это вы. Вы, ваша душа. Вы сами за себя несете ответственность.
Вы сами должны решать, куда вам идти. Потому что это так заложено Вселенной. Душа сама должна свое развитие, вот это все делать. И нести за себя ответственность. А все вот эти вот поводыри, которые вас куда-то там чего-то ведут, делают вас слепыми. Вы сами должны видеть. Никаких поводырей у вас быть не должно. Потому что поводыри нужны калекам, которые не видят, слепым. А здесь, то, что мы видим здесь происходит, это то, что вам сначала глаза выкалывают, а потом ведут вас куда-то. Поэтому давайте вот, либо мы уже понимаем этот вопрос, либо мы дальше продолжаем в каких-то иллюзиях пребывать, эгрегорах и доверять непонятно кому. Себе надо доверять. И себя надо слушать. Так, это тоже разобрали. Вот далее, для тех, кто либо не смотрит, опять же, либо вот то же самое, только в профиль, что вы скажете про 3 дня мрака и отключение света? Видео. Нам бежать в тайгу, про голод там и про прочее, вот посмотрите про него. Там есть целый ролик, который я посвятила, все, что я думаю про вот эти вот 3 дня мрака там или сколько там мрака, отключение электричества, массовое голодание, мы все умрем, побеги там какие-то, затопление, катаклизм, все туда вот, в тот ролик, смотрите, я там все мнение свое высказала по вот этим темам. Все. Кому это надо, зачем это надо и для чего это надо? Ну, в принципе, вот такие вот у нас были вопросы. Получилось у нас, опять же, почти на 2 часа. Это я ничего себе позаписывала. Для тех, кто любит какие-то длинные ролики, вообще, наверное, обрадуются. Так что вот такие вот ответы на вопросы. Ну, не знаю, как вам. Я по теме того, как давала на них ответы, мне кажется, ролик получился очень продуктивным. Очень продуктивным, в том числе на информацию, на то, чтобы объяснить очень многие процессы, да, в том числе касательно энергетики, физики, всех процессов, которые происходят и с энергетическими телами, и вообще, да, у нас, вокруг нас. Поэтому, надеюсь, вам тоже понравилось. Вы очень много информации из этого ролика вынесли. Так, ну и следующий ролик, я не знаю, наверное, мы повторим про тему зависимости. Вот, если вы хотели, чтобы я эту тему более как-то обширно, глобально рассмотрела со всех углов и сторон, да, то я ее запишу. Вот, и также там по теме стримов, ну, я вам не могу обещать, что это будет вот быстро-быстро, я там как-то вот эти все стримы что-то сделаю, ну, по теме времени, да, что это будет утренние часы для вас, мои вечерние, и то, что как бы это будут будние дни, я вам тоже сообщила, как бы там, ну, уже это такие технические моменты, которые, к сожалению, от меня не зависят. Вот. Но такое можно, да, сделать, вот, стримы. Единственное, что технические моменты, я вообще в них ничего не соображаю, как это можно сделать, как их можно реализовать. Поэтому еще раз скажу, если кто-то чего-то знает, как вот это вот все настраивается и делается, ну, напишите мне в Телеграм, вот, буду благодарна. Если что-то объясните как-то вот, какие программы, что там нужно для этого, для того, чтобы нормально провести стрим и при этом вопросы еще читать и прочее делать. Ну, а дальше, я не знаю, либо будет ролик по теме зависимости, уже более такой большой, открытый и развернутый мы с вами обсудим, либо я все-таки сниму большой ролик по питанию, вот, если очень многие хотят его услышать, и здесь разберем, поставим где-то точки над «и» и прочее, да, в этом вопросе, что я насчет этого думаю, потому что тоже действительно вопросов по этой теме очень и очень много. Поэтому, ну, смотрите,
можете написать в комментариях, то есть какой ролик вы хотели бы видеть быстрее. Ролик про питание или вот более развернутый ролик по теме зависимости. Но по теме зависимости, опять же скажу, это будет одно да потому, по сути. Вот. Одна и та же тема, только я ее более раскрою как-то, ну и там прочее. Вот, в общем, как-то вот так, ребята. Такие новости. Я надеюсь, и новости мои вам понравились, вот планы, да, которыми я поделилась на будущее. Также и сам ролик, ответы на вопросы вам понравились. Вот. Ну, а с вами, как обычно, я не прощаюсь. До скорых встреч, до новых роликов. Будьте сильными, будьте стойкими. Вот. Не сдавайтесь, не давайте всяким сущностям, лярвам, паразитам управлять вами и манипулировать. Ну, а так, до скорых встреч. Пока-пока.